Приветствуем всех на канале Фарфор Европы. Мы уже изучали цены на фарфор на аукционах в Германии, Польше, Латвии. У нас даже есть такой плейлист «Аукционы». А сегодня фарфор, цветное стекло, русское искусство на аукционе в Чехии. Располагайтесь поудобнее, подписывайтесь, чтобы не потеряться. Начнем. Итоговую цену молотка будем говорить в чешских кронах и традиционно переводить в евро, чтобы всем было понятно. Первые два лота для любителей чашечек мока-пары. И это мока-пара Розенталь. Клеймо отчетливо видно. Чашка высотой 4,2 см, ромбовидной формы, внутри золотое нутро. Состояние хорошее. Продана эта чашка за 900 чешских крон. Это 37 евро. Вторая мока-пара тоже Розенталь. Здесь уже кобальт. Красивая форма тарелки и чашки. Лучами по тарелочке и по тулову чашки расходится золотая цировка. И между золотой цировкой кобальт. Внутри золотое нутро. Высота чашки 5 сантиметров. Состояние хорошее. Цена молотка 1000 чешских крон. Это 41 евро. Шкатулка на ножках в виде комодика. Комбинированное покрытие кобальтом и золотом. Очень красивая цировка с жанровой сценкой. Аукционный дом дает эту шкатулку как Карлсбад, хотя клейма на шкатулке не стоит. Состояние хорошее. Высота 7,5 см, ширина 8,3 см, длина 11 см. Внутри шкатулки золотое нутро. И золотое нутро внутри на крышке шкатулки. Цена аукциона была 700 чешских крон. Это 30 евро. Но не было сделано ни одного предложения. Шкатулка на аукционе не продана. Небольшая статуэтка 12 сантиметров от Розенталь. Пес Бонза. Это вымышленный персонаж мультфильмов, созданных в 1922 году британским художником комиксов Джорджем Стадди. Щенок быстро обрел популярность в 1920-х годах. Он снялся в одном из первых в мире мультфильмов, стал источником вдохновения для создания товаров массового рынка и стал любимцем детей и взрослых. Эта фигурка без повреждений, около 1930 года. Подпись моделиста, состояние хорошее. Начальная цена на фигурку 7000 чешских крон, это 290 евро. Не было сделано ни одной ставки. Пес Бонза на аукционе не продан. Еще одна статуэтка Розенталь, мать с ребенком, высотой 17 сантиметров, с маркировкой и подписью художника. Состояние хорошее, без повреждений. Начальная цена 4500 чешских крон, это 185 евро. Статуэтка на аукционе не продана. Впереди нас ждет русское искусство. Смотрите до конца. Но самая серьезная борьба развернулась за авторское цветное стекло. Цветное стекло, цветной хрусталь сейчас очень серьезно входит в моду. Это хорошая инвестиция. Сделать атрибуцию стекла хрусталя трудно. Не всегда стоят клейма производителя. И сейчас особенно выигрывает тот, кто начинает хорошо разбираться в винтажном и антикварном стекле и хрустале. На аукционе представлены вазы
разнообразные, цветные и известны авторы дизайна этих ваз. Ваза из стекла высотой 59 сантиметров, название Пири-1, автор Боржик Шитек, всемирно известный чешский художник, архитектор, дизайнер и преподаватель университета, известный прежде всего как создатель предметов искусства из стекла и мебели, а также как главный архитектор администрации Пражского града во времена президента Вацлава Гавела. Ваза не подписана. Цена лота 11 тысяч чешских крон. Это 455 евро. Еще одна ваза авторства Боржика Шитека высотой 42 сантиметра, шириной 30 сантиметров. Эта ваза подписана. Состояние отличное. Начальная цена лота 22 тысячи чешских крон. Это 910 евро. Ваза на аукционе не продана. Следующий лот. Ваза. Дизайнер. Ярослав Свобода. Высота 19 сантиметров. Ширина 6,5 сантиметров. Ваза продана за 1200 чешских крон. Это 49 евро. Следующие две вазы, представленные на аукционе, определенно будут кому-то знакомы. Это известная серия «Рапсодия», дизайнер Франтишек Земек. Очень полюбилась эта серия «Рапсодия» в СССР в 70-е годы. Ладья высотой 11 сантиметров, шириной 37 сантиметров, глубиной 23,5 сантиметров. Стекло без трещин. На эту вазу было очень много ставок, была нешуточная борьба. 10 ставок. В конечном итоге ладья была продана за 2800 чешских крон. Это 115 евро. Вторая ваза из серии «Рапсодия» высотой 21 сантиметр. 7 ставок было сделано. Продана ваза за 1200 чешских крон. Это 49 евро. Признавайте, у кого дома есть вазы «Рапсодия»? Кто обладатель модных ваз, за которые идет борьба на аукционе? Ваза высотой 27 сантиметров, шириной 14,5 сантиметров. Дизайнеры Йозеф Цврчек и Мирослав Клингер. Ваза продана за 2500 чешских крон. Это 103 евро. И еще одна ваза дизайнера Франтишека Земека. Высотой 25,5 сантиметров, шириной 12 сантиметров. Цена лота 1000 чешских крон. Это 41 евро. А вы подписались на наш канал? Впереди нас ждет много интересного. И русское искусство в том числе. Роскошная ювелирная работа. Серебряная шкатулка в форме яйца. Автор неизвестен. Клеймо ювелира. Клеймо российского производства. Выполнено в стиле яйца Фаберже. Вес 286 грамм. Высота яйца 12,5 сантиметров. Отличное состояние. Первоначальная цена лота 25 тысяч чешских крон. Это 1030 евро. Ставок не было, яйцо не продано. Серебряная солонка высотой 3 сантиметра, шириной 5,5 сантиметров. Хорошее состояние. Клеймо российского производства. Датировано 1894 годом.
Первоначальная цена 6000 чешских крон, это 250 евро. Солонка на аукционе не продана. Как вы оцените эти лоты серебряные с российскими клеймами? Цена завышена, занижена? Пишите в комментариях. Нам очень интересно ваше мнение. На аукционе было представлено много картин. Выделим вот эту картину «Русская тройка», художник Николай Иванович Холодков, масло на картоне, высота 40 см, ширина 60 см, размер рамки 50 на 70. Состояние картины хорошее, подпись художника. Картина продана за 1000 чешских крон, 41 евро. Это последний лот аукциона, проходившего в Чехии. Впереди у нас потрясающая барахолочка в Еленигуре. Много распаковок, много красоты винтажной, антикварной. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока!